Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисели. Тут такое дело, кое-что случилось на стриме, с чего охренели все присутствующие, потому что это не влезает ни в какие рамки, это максимально странно, это максимально непонятно, я с таким не сталкивался в этой игре никогда, я на просторах интернета такого не видел никогда. За исключением некоторых фрагментов, которые показывали фронтиры 10 плюс-минус 8 лет назад. Когда показывали контент, который может у нас появиться. Все, повторюсь, происходило на стриме. Никакого страшного монтажа, никаких-то там волшебных эффектов не было. Можете посмотреть это все, как это было в исходнике. Но я вам покажу оттуда не то чтобы нарезочку, а фрагмент того, что там происходило. Именно срезанный фрагмент, чтобы у вас не было каких-либо вопросов касательно того, что я как-то мог что-то там изменить. Мне от этого горько, больно и противно. А противно мне даже, наверное, от фронтиров. От того, как они относятся к своему проекту. Неудивительно то, что сейчас с компанией такие дела. В общем, не будем откладывать. С вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, СМИ контент. Поехали. Важный момент. Очень важный. И не просто так показываю Steam. Посмотрите на время, которое я потратил, играя в эту игру. 9100 часов. Круто, да? Очень круто. Посмотрите потом вообще, что у меня на канале происходило. 1200 видосов по Elite Dangerous. Тоже неплохо. И еще фронтиры меня кинули с партнеркой. Раза, если не ошибаюсь, 3. Просто не дали, даже без объяснений причины. Тоже неплохо. А теперь вот это все собрали, направили в свою сторону, представили то, что я вот ощущал в то самое время, когда вот был тот самый стрим. И да, если хотите поддержать меня, канал и контент, который выходит, все ссылочки будут в описании. Спасибо вам большое. И извините за это резкое включение. На меня не действует гравитация сейчас, как он пишет. Охереть. Ой, фронтиры, ну что ж вы задушнило, а? Аккуратненько только, я тебя прошу. Чуть-чуть приподнимайся, чуть-чуть совсем. О, стой! Стой, блядь! Охереть, стой, подожди! У нас работают джетпаки в таких местах? Чего? Отключи начаты. Нет, ты смотри. То есть эта механика здесь есть? То есть вы просто по щелчку пальцев можете дать возможность выходить из корабля? Нет, ты смотри, он стоит на месте. Он стоит на месте. Сейчас он уже не стоит на месте. Куда ты стой? Фронтиры, почему вы нам не дали эту механику? Почему? Я двигаюсь. Остановись, пожалуйста. Все, он стоит на месте. И я могу двигаться! Как будто я просто вышел из корабля. Вот, я двигаюсь, пожалуйста. И в ту сторону. И в эту сторону. И вперед. И назад. Вот, я назад сейчас двигаюсь. И туда, и сюда. Охереть. Фронтиры. По нажатию кнопки можно сделать доступ к этому, чтобы мы могли корабль облетать. Не знаю нахера, но это можно сделать просто вот так вот. Комнату прогрузки в кабине сделайте и все. Блять, фронтиры! Что вы за люди? Пиздец. Жесть. Так, теперь стой на месте, я сейчас парковаться буду. Стой на месте, вообще не двигайся. Фронтиры! Вот я на корабле. Так, стой, секунду.
И дальше могу летать, блядь! И дальше могу летать! Фронтиры! Открой мне... Бля, интерьеры кораблей. Открой грузовой отсек. Грузовой ковш. Я ща приду туда. Я ща пролезу, блядь, туда нахер. Так, тихо, разогнались сильно. Угу. Я и хочу, чтобы он сейчас туда меня засунул, закрыл ковш, и чтобы мы с ним в гипере прыгнули. Вот что я хочу. Сейчас я то пролезу. Я то пролезу, блядь. Не пускает собака. Сейчас. Не. Так, другой план. Я встаю перед твоей кабиной. Выпрями корабль. Он ровно сейчас стоит? Ну, с ним вроде да. Так, тихо, 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 тихо. Тихо. Ох, блядь. Заряжай гипер. Мне поеба... Стой, разверни корабль, чтобы светло было здесь. Корабль переверни, ну, вращением. Чтобы свет падал на него. Где свет-то, я не понимаю. Да, я хочу, чтобы он со мной прыгнул. Откуда свет-то светит, я не понимаю. В смысле никто не поверит? Стрим есть, алло, есть стрим. Стой, подожди, а я могу посмотреть коридоры? Угу. А вот спереди там у анаконды была эта штука, я помню. Раздолбанная, со входом. Да, дверка есть. Подожди-ка, блять, я сейчас в нее пролезу. Я в нее сейчас пролезу, мне так, тихо, 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 тихо. Ладно. Нет, шасси не надо. Не надо шасси. Евгений, я не знаю, что сейчас будет, но он сейчас будет загружать у нас гипер. Эту дверку дай. Эту дверку дай. Тихо, тихо, тихо. Но это было бы слишком просто. Ай, давай, давай. Тихо, 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 тихо. Так, смотри внимательно. Заряжай гиперкруиз. Я знаю то, что без скорости не получится, я знаю. Просто по корпусу я у тебя бегаю, странно. Так, FSD включен, отметка справа наверху есть. И когда она будет заряжена, ускоряйся, как будешь готов. Когда полностью зарядится, врубай ускорение, чтобы мы вылетели на... Привет, Каин. С Новым годом тебя, дорогой. С Новым годом. 3 лайка до 190. Лайк, подписка за старание, донат за контент, которого нет, который я нахожу. По кускам собираю, блядь. Маловато. Маленький корабль, много не увезет. Фантом. В космосе нормально, а по корпусу нормально при углом сам выравниваешься. Гипер давай. Какие танцы начинаются. Я проваливаюсь в корабль! Ты что не за... Я говорю, ускоряйся, ускоряйся, все, стартуй, бустуйся, давай, быстрее, у меня заряд кончается. Бустуйся, мы должны вылезть в гипер, давай. Ну
ладно, это было бы слишком хорошо. Это было бы слишком хорошо, если бы сейчас получилось. Не, мне чисто рез инженера фармить пойдет. То есть, эта вот механика была показана давно фронтирами то, что, ой, а может быть было бы классно это ввести. Ребят, тогда еще даже Одиссеи не было. Тогда еще даже Горизонтов не было. Это то ли 12-й, то ли 14-й год. Точно не помню, на монтаже я поставлю, какой год это был плюс-минус. Это ненормально. Почему мы можем таким образом вокруг корабля накручивать, вставать на него, ходить по нему, но не можем выйти из него? Попал я туда вообще совершенно волшебным способом. Пожалуйста. Таким образом меня запульнуло очень-очень далеко. На высоту примерно 7700 километров. Но я потом падал. После релога я падать перестал и завис на месте. И, о чудо, я смог двигаться. Я смог, двигаться. В космосе и по поверхности корабля. Вот столечко. Вот прям чуть-чуть. И можно было сделать Star Citizen еще, грубо говоря, очень грубо говоря, 10 лет назад. Я не знаю, почему они этого не сделали. Есть видео на эту тему. Грандиозное, как там, господи, грандиозное будущее или Dangerous, где просто показано, что говорили фронтиры. И там был тот фрагмент, где они показывали, что можно будет летать вокруг корабля. Я в шоке, друзья. Я просто в шоке. При этом все кидаются почему-то мокрыми тряпками в Star Citizen. Я сам этого всего не знал. Star Citizen типа Cloud Imperium Games, злой Крис Робертс наобещал нам всякого, забрал у нас деньги. Вы сами ему несли эти деньги и верили в его обещания. За это время много чего было сделано и много чего в планах, даже на этот 2024 год. А что сделали фронтиры? Они также рассказывали про интерьеры кораблей. Про полеты в газовых облаках газовых гигантов. Ну, давайте зацепимся за интерьеры кораблей. У меня было видео на канале про интерьеры кораблей. Можете посмотреть, ссылка, надеюсь, будет в описании, если не забуду. Вкратце. Внутри чертового Фердиланца есть коридор с дверью и с освещением, которое включено. Это нормально? Вход у него сзади, а это все находится спереди, рядом с передней, лендинг-джиром, скажем так. Отдельная комната в Мамбе, отдельная комната в Анаконде. Я могу продолжать очень долго. Это очень странно. Это все максимально странно. Либо ребята из фронтиров просто собрали вначале дохрена денег и жили на них, и просто кормили нас контентом, чтобы мы давали им деньги, покупая данную игру, покупая араксы, покупая эти чертовы раскраски, которые только они их и делают. Либо я не знаю. Сейчас у компании все очень плохо, акции упали. Все упало, вообще, просто все. K-Future Overhaul должен был быть год назад, в начале 2023 года. Сейчас начало 2024. Его потом перенесли на год, на конец 2023. Никакой информации. Весь новый контент — это ноги, возможность взять в руку пушки, комбез, наземная зона конфликта, торгоиды и новые инженеры. Ну ладно, это я сгоряча сказанул, конечно. Может, что-нибудь еще, но сейчас вспоминается только лишь вот это. За 2,5 года с момента релиза Одиссеи в 2021 году. То ли 19, то ли 21 мая. Честно, положа руку на сердце, я люблю этот проект. Всей душой. Правда. Но фронтиров я не люблю. Я начинаю любить уже Криса Робертса. На полном серьезе. Что мешает заваливать игру контентом? Сделать такие же обещания, как сделал Крис Робертс? За что вы его ругаете, собственно? И просто продавать, скажем, обновление, которое не вышло. Анонсировать, скажем, что-то из серии постройка наземных баз будет там через полгода. Но вы можете предзаказать сейчас, чтобы нам помочь, так сказать, поддержать проект, бла-бла-бла-бла-бла, получит там доступ раньше на месяц, чем остальные, и какие-нибудь плюшки. Так хрена же не делают. Ну, либо об этом не говорят. А, да, им же нельзя говорить. Точно. Да, и кому говорить-то, собственно? Из комьюнити-менеджеров остался только лишь Артур. Даже Салли ушла. Или ее уволили. У них же еще сокращение из-за всего этого дела. У меня какое-то проклятие. Мне очень много не везет. Во многом. Включая даже игры. Я нахожу одни лишь баги. Но вот это вот просто меня поразило.
А у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за ваши просмотры, лайкосики, подписочки, донатики и все это прекрасное. В описании под видео всевозможные ссылочки, плейлисты, социальные сети, помощь каналу. С вами был Кисель, всем до встречки и пока-пока. Увидимся с вами завтра или сегодня на стриме, если он будет. До встречки и увидимся в космосе.